Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наше видео посвящено, как можно проверить исправность драйвера для светодиодов. Вот заказал я с Алишки, пришли мне два таких драйвера, отличаются током, один на 0,3 ампера, другой на 0,25 ампера, то есть 300 миллиампер и 250 миллиампер. Заказывал я под светодиодную ленту, но лента еще не готова, я буду делать. А драйверы нужно проверить, вообще рабочие, не рабочие они, да, чтобы если что, можно будет спор открыть, с продавцом связаться. В общем, как можно проверить драйвера, если нет у вас готовых потребителей, да, светодиодов? Что нам понадобится? Ну, из курса школьной физики мы знаем, да, вот есть такой закон Ома для участка цепи. Но это упрощенный, конечно, закон, там есть сложнее, где еще и ДЭС участвует, но мы рассмотрим простой закон, да, где у нас напряжение это произведение тока на сопротивление. Ну, соответственно, сопротивление это напряжение, деленное на силу тока. Что мы видим, да, вот если по этой нашей схемке сравнить, да, у нас на каждом драйвере есть параметры. Вот на одном, да, вот, например, на этом есть выходное напряжение 36-63 вольта, да, и есть ток. На втором тоже, соответственно, 36-65 вольт и 300 миллиампер ток. Сразу хочу сказать, что драйвера нельзя проверять без нагрузки. Ну, есть, конечно, защита, их можно там кратковременно проверить, только напряжение будет отличаться. Но без нагрузки лучше не проверять, а дешевенькие, маленькие вообще не проверять, они могут сгореть. Соответственно, нам что нужно сделать, если мы не имеем потребитель, да, в виде светодиодов? Нам нужно поставить сопротивление, то есть нагрузку на этот драйвер и измерить напряжение. То есть если мы подберем до определенного напряжения в этом вот промежутке сопротивления, да, то мы посмотрим, выдаст он это напряжение или не выдаст. Если выдаст напряжение, которое мы получим по расчету, соответственно, драйвер рабочий. Что нам нужно сделать? Ну, во-первых, рассчитать нам нужно сопротивление. Ну, вот берем, например, первый, да, опять смотрим схемку. Что вот видим? У нас по параметрам 36-63 вольта, 250 миллиампер. Смотрим на 36 вольт, да, вот по этой, еще раз покажу, по этой формуле. Делим 36 вольт на 0,25 ампера. Получаем 44 Ома. Потом делим верхнюю границу 63 вольта. Делим на 0,25 ампера. Получаем 252 Ома. То есть, если мы возьмем резистор вот в этом промежутке, ну, например, там 200 Ом, и поставим его сюда вот в нагрузку и включим питание, то у нас напряжение должно лежать в этом пределе. Ну, мы посчитать его можем. Если, например, 200 Ом умножаем на 0,25, получим напряжение. И сравним с параметрами. Если они соответствуют, значит драйвер рабочий. Итак, что нам нужно будет сделать? Ну, вот, соответственно, для другого, да, для второго то же самое. 36, только делим уже не 0,25, а на 0,3. Получаем 120 Ом и 216. То есть тоже там в районе 200 Ом. Мы можем один резистор подобрать, там, например, 180 Ом. Он и там подойдет нам. То есть мы проверим таким образом исправность обоих драйверов. Поискал я у себя в загажнике, скажем так, да, нет у меня не было у меня мощных постоянных резисторов. Здесь потому что желательно брать все-таки не меньше 1 ватта нагрузку, да. Конечно, чем выше, тем лучше, но это уже
большие такие резисторы. У меня таких тоже нету. Но, в принципе, 1 Вт тоже подойдет, если мы кратковременно включим и измерим напряжение, он ничего с ним не будет, не очень сильно нагреется. Нашел я, поискал, нашел у себя, по стоянке не нашел, нашел переменник вот такой. Это я уже проводки подпаял заранее. Да, вот у меня вот такой вот переменный резистор на 1,5 кОм, 1 Вт. Ну, мы сейчас его уменьшим до... Сколько мы возьмем? Давайте возьмем, например, там 180 Ом. Ну, плюс-минус, да, чтобы не крутить 200 раз. И будем проводить измерения. Так, ну вот, мы собрали, да, вот подключили фазу И0. Здесь подключил разъем, подключил сопротивление. Ну, вот, пока подключал, там уже дернул 181. Так, теперь ставим на проверку напряжения. И включаем на небольшое время, потому что все-таки у нас резистор слабенький. Так, включаем. Видите, он сначала пошел, сопротивление пошло у нас. Нагрелся резистор, потому что 1 Вт, сколько он сейчас эти покажет. Видите, 174 стал, да? Застывает. Очень горячий, да, вот 175. Так, еще, так, остыл до 170, вот 175. Еще раз включаем и быстро выключаем, чтобы он не потерял свои свойства резистора. Вот, в районе, что мы видели? В районе 42, да? Еще раз проверим, сколько он в этот момент был. 175, да? 175. Он показывал у нас 42, да? Так, что мы проверяем, да? По закону, сколько у нас получилось, сколько должно быть напряжение. 25 умножить на 175. 43. У нас был 42, да, с копейками. Что у нас здесь показано? Плюс-минус 5%. 5% это у нас получается где-то 2 вольта. То есть он у нас, соответственно, рабочий, да? Эти параметры соответствуют. Сейчас проверим второй. Так, ну вот мы поставили драйвер на 300 миллиампер, да, подключили. Резистор уже остыл, показывает 179 Ом. Так, переключаем. Так, все у нас. Так, и включаем кратковременно сеть. Так, 48,1, да, по-моему, был. Давайте еще раз глянем. 49 даже. 49. Резистор нагрелся. Так, сколько у нас? 164, да? 164 Ома, было 49. Так, делаем так, смотрим. 0,3 домножить на 164. Домножить на 164. 49. 49,2. У нас было 49, там, по-моему, 1 максималка, пока резистор еще не нагревался. То есть драйвер тоже рабочий. Вот так можно проверить драйверы, которые, ну, можете заказываете, покупаете еще куда-то, от каких-то, может быть, деталей выпаиваете, проверяете, рабочий он, не рабочий. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать, как можно проверить драйвер для светодиода без самих светодиодов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.